Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо, и для начала я кратенько расскажу о том, что у нас уже сделано с основным ураловским двигателем, чтобы вы не подумали, что я все забросил и занялся только сборкой движка из хлама. Нет, тут процесс у нас тоже идет. Для начала я установил распредвал нового образца и новые вращающиеся толкатели. В корпусах толкателей выполнены проточки для улучшения условий поступления смазки к штангам, коромыслам и клапанам. Установлена передняя опора коленвала вместе с подшипником. Все болты посажены на резьбовой фиксатор и для подстраховки зашплинтованы стальной проволокой. Также на свое законное место вернулся штатный ураловский маслонасос. Перед установкой я его разобрал, убедился, что за весь пробег износа в нем практически нет, поэтому просто собрал и поставил. Еще одна важная задача, которую лучше произвести на разобранном картере, это шлифовка площадки, необходимой для установки тракторного генератора на 700 Вт. И, наконец, вчера я забрал из шлифовки головы, они теперь подрезаны на 2 мм от штатного размера, что позволит нам немного поднять степень сжатия и хоть чуть-чуть приблизиться к условиям нормальной работы на 92-м бензине. Также вчера я установил в них уже притертые клапана и проверил головы на герметичность. И вот теперь мы можем вернуться к работе над вторым двигателем, который я собираю из мусора, скопившегося у меня в гараже. И сразу хотелось бы отметить, что этот двигатель я собираю именно из хлама, из мусора, не из деталей, которые немного БУ, но еще походят, как многие почему-то подумали, а из самых убитых и изношенных деталей, которые скопились у меня в гараже, и которые ни в коем случае не смогут найти своего применения для сборки нормального мотора. Также скажу, что это видео не является пособием по сборке. Скорее, оно несет в себе идею показать те ошибки, которые многие совершают по неопытности и к чему эти ошибки могут привести. На сегодня у меня запланирована установка поршневой, поэтому давайте подберем те детали, которые могут нам для этого пригодиться. Цилиндров у меня в закромах нашлось целых 6 штук. 4 из них мы с вами уже рассматривали, когда я подбирал цилиндры для восстановления своего двигателя. Здесь у нас множественные сколы. Здесь сколы еще больше. Здесь ржавая гильза с глубокими раковинами, которые не факт, что устранятся при расточке. А здесь присутствует скол на самой гильзе. Как видите, проблем с ними хватает. И появилось еще 2 цилиндра, которые были установлены на том самом двигателе, который я купил. Внешне, визуально цилиндры очень неплохие, несмотря на то, что есть пара сколов ребер, один вообще в замечательном состоянии. Очень хорошая обработка поверхностей, хорошая толстая гильза, совсем небольшая ступенька износа в зоне работы поршневых колец. Однако, если мы посмотрим на них поближе, то сможем заметить, что эти цилиндры перегильзовывались. Уж очень явная граница между материалом гильзы и материалом самого цилиндра. И в принципе ничего плохого в самом факте замены гильз я не вижу, если, конечно, эта работа сделана качественно. Однако, если мы посмотрим еще ближе, то видим, что при несильном нажатии пальцами из зазора между гильзой и цилиндром выступает масло. Ключевое слово здесь – зазор между гильзой и цилиндром. Что же у нас получается? Если гильза в цилиндре шевелится от незначительного усилия моих пальцев, значит ни о каком натяге речи здесь нет. И в случае теплового прихвата поршня в цилиндре он либо сорвет гильзу с места и выдвинет ее наружу, где она упрется в головку, что в принципе не так страшно, либо затащит гильзу внутрь, где по ней ударит коленвал, выломает из нее куски, и мы получим надежно заклинивший двигатель с множественными повреждениями. Естественно, я делаю выбор в пользу именно этих цилиндров.
Поршней у меня на выбор тоже оказалось 6. Первые 2 работали в паре именно с этими цилиндрами. И если мы внимательно на них посмотрим, то увидим, что пропилы под клапана здесь выполнены с помощью болгарки. А здесь уж не знаю, чем их пилили, но напилили от души и много. По юбке многочисленные задиры, а в цилиндр этот поршень входит легко и свободно проваливается под собственным весом. Этот, в принципе, так же. Еще один поршень практически не отличается от них по состоянию. Те же многочисленные задиры по юбке, а на его днище я когда-то замешивал эпоксидку, так что она здесь прилипла. В цилиндр он тоже входит свободно. Этот поршень даже не знаю, откуда у меня взялся. Во-первых, он отличается конфигурацией отверстий для смазки поршневых пальцев. Если здесь их по 2, то здесь есть специальные приливы и по одному отверстию. А во-вторых, судя по всему, он первого ремонта, потому что свободно входит только до половины и дальше заклинивает. Кстати, по состоянию самый лучший поршень из всех здесь представленных. Ну и, наконец, жемчужина моей коллекции – 2 поршня с моего Урала. Те самые, на которых я ездил в начале 2000-х годов. Была тогда мода на твердую молибденовую смазку МС-2000. Это такая смазка, которая покупалась в магазине, наносилась кисточкой на юбке поршней, а потом поршни запекались в духовке. После этого в разы снижался коэффициент трения, повышалась компрессия и снижался расход топлива. Согласитесь, неплохо. Кстати, на этих поршнях я прошел порядка 5000 километров, и только в нижней части юбки эта смазка слезла. Вот эти поршни я и планирую использовать для сборки нашего мотора. Тем более, что на них присутствуют сколы. Я потом покажу и объясню, как эти сколы образовались. В цилиндры один из этих поршней входит просто замечательно и даже медленно, плавно опускается. А вот второй почему-то входит достаточно плотно и опускается только когда на него надавишь. Но я думаю, это все притрется и приработается. Поршневых колец я нашел очень много. Просто огромный выбор. Есть среди них даже комплект абсолютно новых, наборных маслосъемных колец, завернутых в промасленную бумагу. Подозреваю, что они еще выпуска советских годов. Их мы, конечно же, оставим. Ну а из этих выберем самые плотные, ведь мы хотим наш двигатель завести, поэтому будем вставлять их в цилиндр и по зазору определять их износ. Немаловажен и выбор поршневых пальцев. Их у нас по какой-то случайности тоже 6 штук. Теперь из них предстоит выбрать пару, которая легче всего войдет во втулку головки шатуна. Вот этот, кажется, подойдет отлично. Этот уже плотнее. Этот явно работал в паре с ним. Замечательно. Туговато. И этот тоже плотный. Вот эти 2 пальчика. При этом они имеют разную толщину и, соответственно, разный вес. Это, конечно, для мотора просто замечательно. Отлично. А прежде чем приступить к установке поршневой, я тут вспомнил, что не помешает поставить на место распредвал и толкатели. Их я тоже выбирал самые изношенные. 2 из них работали в этом двигателе и имеют серьезный износ рабочей поверхности и глубокие задиры по стержню толкателей. А еще 2 взял со своего двигателя, те самые, на которых началось выкрашивание металла по рабочим поверхностям.
Распредвал тоже далеко не замечательный, потому как имеет сколы и царапины в месте работы сальника. Конечно, это можно устранить шлифовкой, но худшего распредвала у меня на данный момент просто нет. Убитый подшипник для него тоже быстро нашелся. Установив распредвал в картер, можем поболтать его из стороны в сторону и убедиться, что тепловой зазор в бронзовой втулке просто отличный и клин нашему распредвалу не угрожает. Давайте поставим на него 205 подшипник, естественно, высокоточным инструментом. Затем распредвал установим на место. Помните, что я вам говорил про просаженную посадку подшипника распредвала? Это как раз таки оно и есть. Абсолютно легко и свободно. А чтобы он сам не выпрыгивал, накроем прижимной пластиной и зафиксируем винтами. Кернить я их не буду, а просто немного поляпаю по шляпкам молотком, чтобы их расплескать, и они надежно держались. После чего можем приступать к установке толкателей. Ставим, как нам понравится. Этот сюда, этот сюда. И с другой стороны также. Ну и, конечно же, не забываем винтики. Винтики необходимо закрутить. Ну и, наверное, для того, чтобы цилиндры у нас на двигателе держались, нам понадобятся шпильки. Вот честно вам скажу, наверное, единственная деталь, которую я при наличии каких-то дефектов сразу выбрасываю, это крепеж. Шпильки, болты, винты, если есть сорванная резьба, замятые витки, сразу все это отправляется в мусорку, чтобы потом не перекапывать целые ведра крепежа, выбирая из негодного хоть что-то целое. Поэтому шпилечки все я буду использовать хорошие. Приступим к установке поршней. Правый и левый сейчас совершенно не важно, им все равно надо будет притираться по месту. И помните, я показывал сколы на юбках и обещал рассказать, откуда же они берутся. Все очень просто. Мы одеваем поршень на шатун, начинаем вставлять в него поршневой палец. И в какой-то момент наш палец закусывает, и он не хочет вставляться дальше. Что делать? Мы берем молоток и бьем по пальцу. Промазал. О! И в этот самый момент поршень бьет по шпильке картера, и возникает тот самый скол. Как можно выйти из ситуации? Да все очень просто. Поднимаем поршень повыше, в верхние шпильки он уже не упирается, и вот здесь можем ляпать молотком сколько душе угодно, ну или пока не согнется шатун. Я надеюсь, вы поняли, что поршни и пальцы лучше устанавливать либо от руки, либо с помощью специального приспособления. У меня оно есть, но я вроде как и руками справился. Ну а раз пальцы у нас легко заходят в поршень, то они могут оттуда легко и выйти. А мы ведь не хотим, чтобы это произошло на ходу. Поэтому необходимо установить стопорные кольца. И вот тут, ребята, есть проблема. Дело в том, что стопорные кольца — это такие детальки, которые постоянно или теряются, или ломаются. У меня их вечно не хватает, поэтому пожертвовать свои стопорные кольца я сюда не могу. Как мы из этой ситуации выйдем? Да очень просто. Мы возьмем кусок стальной проволоки и изготовим стопорные кольца сами, плоскогубцами. Ухватимся покрепче и на плоскогубцы проволоку намотаем. Немного подровняем получившееся колечко. Где-то маленько подогнем. Затем откусим лишнее.
Ну вот, лучшего, по-моему, и ожидать не стоит. Попробуем установить. Проволока хорошая, пружинная, чуть по диаметру меньше, чем стандартные кольца. Но, думаю, держать будет. О, вот оно и на месте. Отлично. По-моему, просто замечательно. Четвертое по счету колечко вообще получилось красивое, ровное и почти как заводское. Дальше на очереди кольца поршневые. Всю эту гору я перелопатил. Оказались среди них и такие, где зазор измерялся в миллиметрах. И даже не в 1 миллиметре, а 2-3 миллиметра. Но было и парочка ремонтных, которые не влезли в наши цилиндры. В итоге я подобрал 4 более-менее плотных компрессионных и 4 более-менее плотных маслосъемных кольца. Займемся их установкой. Начинать, естественно, надо с самого дальнего маслосъемного кольца. Будем его ставить с внешней стороны поршня. Через весь поршень его протянем, пару раз упустим, изрежем себе все пальцы и оставим глубокие борозды от колец на юбке. Пускай будут для смазки. Второе устанавливается уже проще. И пару компрессионных. Готово. По поводу положения замков колец. Можно, конечно, развести их на угол 120 градусов, но гораздо прикольнее просто поиграть в русскую рулетку и проверить, насколько вы везучий человек. После чего можем приступать к установке цилиндров. Для этого важного дела нам понадобятся уплотнительные резинки кожухов штанг. Возьму те, что стояли на моем Урале, потому как за 17 тысяч километров они все растрескались. Ну и, конечно же, не обойдемся без герметика. Как вы помните, герметика много не бывает, поэтому смажем и прокладку. Кстати, прокладка у меня прилипла к картеру, и даже когда я его отмывал, она не отлипла. Я оставил ее, пускай будет, но герметик здесь все равно не помешает. Хорошенько все намажем. Не забываем, что в нижней части у нас есть какое-то отверстие, которое вроде как предназначено для дренажа масла из-под клапанных крышек. Если мы замажем его тоже, то масло из-под клапанных крышек уходить не будет, а следовательно очень хорошо будут смазываться клапана и коромысла. И сам цилиндр тоже ответственно и хорошо намазываем герметиком. Здесь тоже есть что перекрыть, например, 3 маслоподающих отверстия. Особенно это критично для левого цилиндра, который у нас смазывается от маслонасоса. Под резинки герметика тоже не жалеем. Посадим их на место. Чуть не забыл. Нам же надо уплотнить стык резинок с картером. Значит, сюда тоже мажем герметик. Очень много ответственных стыков в ураловском двигателе. Очень важно ничего не забыть. На толкателе немного тоже налипло. Но это не проблема, маслом потом смоется, попадет в маслосистему и, может быть, перемелится маслонасосом. А может, заткнет какую-нибудь дырку в картере и масло перестанет поступать. Ладно, подчистим. Вот теперь, пожалуй, можем цилиндр устанавливать.
Кто-то говорил, что нереально одеть цилиндр на поршень с кольцами вручную. Однако, если хорошо сводить вместе кольца и равномерно осаживать на него цилиндр, то все очень даже может получиться. Не забывайте при установке цилиндр немного покрутить вокруг своей оси, ведь кольца на поршне мы не ориентировали правильно, и может быть сейчас они станут именно так, как надо. Вот такая красота. Остается только закрутить и зажать гайки. Второй цилиндр устанавливается аналогично. Не забываем, что надо покрутить, и осаживаем до конца. И тут нас поджидала одна досадная неприятность. Несмотря на то, что цилиндр уже полностью прижат к картеру, резинки уплотнительные на место так и не стали. Где-то по 2 мм есть зазор. Как мы будем выходить из ситуации? Конечно же, молотком. Отверткой упираемся вот в эти кольца, которые упираются в резинки, и сдвигаем. Почему-то вместе со штангой. В смысле, почему-то вместе с кожухом. Значит, так здорово сидит в самом цилиндре. А это... Нет, здесь пошло колечко. Ну вот, сегодня мы с вами установили поршни, пальцы, кольца, цилиндры, и двигатель уже стал похож на двигатель. Правда, при попытке провернуть коленвал вручную у меня почему-то ничего не выходит. Наверное, надо было при сборке смазать цилиндры и поршни маслом. Но я думаю, после установки таких же классных шестерен ГРМ и маховика ситуация с вращением двигателя несколько улучшится. И именно этим мы и займемся в следующей серии. А на сегодня все. Всем спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Всем пока.